Задумывались ли вы о том, как женщины жили до появления косметической индустрии? Ну вот собирается принцесса на свидание к своему рыцарю, и где ей взять, например, тушь для глаз? В магазине ее не купишь. До магазинов еще лет 800, а то и вся 1000. Но моду-то при этом никто не отменял. В средние века свои средневековые тренды. Брови полагается сбрить, например. Пригодится также негашенная известь. В этот раз мы поговорим о всех тех вещах, которые женщины разных эпох делали с собой, чтобы быть модными и красивыми. И не всегда это было безопасно для жизни. Белила и тушь из свинца, связь косметики с космосом, рабы-визажисты, римская монобровь, молочные ванны с лепестками роз, африканские блондинки 3 века, закапывание яда в глаза, животный аромат эпохи Возрождения и радиоактивный крем. Все это в нашем сегодняшнем выпуске. Начнем с Древнего Египта. И тут надо сказать, что в Древнем Египте красились оба пола. И мужчины, и женщины. Причем у мужчин это не было признаком какой-то изнеженности. Наоборот, мужской макияж считался статусным атрибутом брутального воина. Древний Египет — это, наверное, вообще первая культура, где настолько заботились о внешности. До сих пор в гробницах находят все необходимое: шкатулки-косметички, баночки с пигментами и так далее. После смерти египтянину надо было предстать перед богом Анубисом, ну и хотелось произвести на него правильное впечатление. Такая красота требовала жертв. Дело в том, что любимым косметическим средством древних египтян и египтянок была густая темная подводка. А в основе этой подводки был галенит. Минерал, в котором содержится приличное количество свинца. Свинец, как мы теперь знаем, опасен для здоровья. Но зато такая подводка давала глубокий черный цвет, которым покрывали верхнее веко. А вот нижнее подчеркивали зеленым малахитом. Продавцы косметики, как и во все времена, обещали древним египтянам экзотические натуральные ингредиенты типа молотого жемчуга, кораллов, ладана и лекарственных трав. И что удивительно, не врали. Все перечисленное добавляли к галениту и малахиту, смешивали с маслом и животными жирами и получали карандаш для глаз. Конечно, это для тех, кто побогаче, тоже как и во все времена. Бедняки, если не хотели отставать от трендов, пользовались обычной сажей. Интересно, что свинцово-малахитовая подводка, помимо модного образа, еще предохраняла глаза от слепящего света в пустыне. Такой древний египетский эквивалент солнечных очков авиаторов. Накрасился и вперед сражаться с врагами фараона. Кроме этого, состав защищал от инфекций. Современные эксперименты это подтверждают. Сами египтяне трактовали все это через религию. Они сказали бы, что косметика делает здоровее благодаря покровительству богов, а также спасает от дурного глаза и злых духов. У фараонов подведенные глаза вообще были сакральным атрибутом. Вы, возможно, видели этот символ. Он называется уаджет. Это левый глаз бога Сокола Гора, важный атрибут статуса. Фараон как бы смотрел на мир глазами божества, и подданным сразу становилось понятно, кто тут главный. Египетские женщины славились своими косметическими хитростями. Достаточно вспомнить Клеопатру. У египтянок были солнцезащитные, увлажняющие и осветляющие средства. Последнее было особенно важно. Светлая кожа показывала, что ты не крестьянин какой-нибудь, в поле не работаешь. Белила и пудра тоже делались на основе свинца. Румяна для щек делали из охры. Был и эквивалент помады, но слишком ярко красить губы египтянки не любили. Глаза считались более важными. Про духи в Египте тоже не забывали. Там очень ценили душистую мирру, а также аравийский и средиземноморский ладан. Ладан вообще использовали для всего. Не только душили им, например, парики, но и жевали как жвачку, чтобы освежить дыхание. По слову косметика мы обязаны все-таки не египтянам, а грекам. Древнегреческое слово «косметика» в переводе значит «искусство украшать и приводить в порядок». Это тот же самый корень, что и в слове «космос». Здесь есть определенная логика. Для греков космос — это в первую очередь божественный порядок, гармоничный и прекрасный. А красивое тело — одно из воплощений этого порядка. Так что косметика имела в прямом смысле космическое значение. Чтобы кожа была гладкой, гречанки натирались сначала скрабами из растительных порошков и речного песка, а затем
оливковым маслом. Ресницы чернили сажей. Для губ и щек использовали красный пигмент из цветов и плодов. Тут тоже не обходилось без жертв. Одним из вариантов были едкие растительные соки, которые раздражали кожу и вызывали румянец. При этом респектабельным древнегреческим женщинам яркий макияж не полагался. Они вообще в основном сидели дома. А вот гетеры красились с удовольствием. Тут надо уточнить, что античные гетеры – это не проститутки. Бордели в античном мире тоже существовали, но это была работа более низкой квалификации. А хорошая гетера должна была в первую очередь уметь развлечь мужчину на пиру, сыграть на музыкальном инструменте, станцевать, поддержать интеллектуальную беседу. Гетеры знали себе цену, их нельзя было просто купить. И приходилось добиваться. Например, в истории осталась известная Гетера Аспасия, возлюбленная великого Перикла, отца афинской демократии. Она держала салон, где собирались интеллектуалы, и сама была мыслительницей. У нее наверняка были свои секреты и рецепты. В те времена женщинам приходилось самим экспериментировать с косметикой. А у состоятельных женщин были так называемые косметы – специальные рабы-визажисты. Римляне на все это смотрели осуждающе. Они были люди суровые и слегка повернутые на нравственности. Чтобы римский мужчина красился, это было немыслимо. Но и о женской косметике римские авторы пишут с возмущением. Мол, а как же скромность? Как же наша римская простота? Ходят тут накрашенные, как гетеры иностранные. Куда катится мир? Римлянки все это пропускали мимо ушей и брали пример с гречан. Они пользовались притираниями на основе оливкового масла, а кожу увлажняли молоком. Лицо осветляли с помощью белил или мела. Брови чернили, включая переносицу. Монобровь по какой-то причине считалась очень эстетичной. Некоторые даже шли на хитрость. Делали брови гуще с помощью волосков из козьей шерсти, приклеенной на древесную смолу. В имперский период Рима, особенно в позднюю эпоху, нравы стали более декадентскими. Верхний класс сильно увлекся косметикой, а роскошь доходила до анекдотической. Есть, например, истории о знатных римлянках, которые держали целые стада ослиц ради молочных ванн с лепестками роз. Новая религия, христианство, такого, конечно, не одобряло. В христианские времена появился даже целый новый риторический жанр – ругать женщин за косметические хитрости. Известный христианский апологет Тертуллиан с негодованием обличает тех, кто окрашивает свои волосы, добиваясь белокурого цвета. Будто им стыдно, что рождены не в Галлии и не в Германии. Так мы выяснили, что даже в римской Африке III века нашей эры женщины красились в блондинок. Средние века были временем для косметической индустрии тяжелым, и она не изобрела ничего нового. В ходу были те же самые свинцовые белила. А вот брови начали безжалостно выщипывать. По средневековым канонам красоты идеалом считался высокий чистый лоб. Брови иногда вообще сбривали, а линию роста волос пытались корректировать, иногда с помощью уксуса и негашенной извести. Волосы от такого могли сойти вместе с кожей, но чего не сделаешь ради трендов. Любые пятна и родинки тоже считались проблемой. В эпоху чумы они наводили на неприятные мысли, так что их старались скрыть или вывести, и тут применялось огромное количество средств. От достаточно невинных масок из огурца до притираний на основе крови и экскрементов животных. В эпоху Возрождения Европа к земным благам немного оттаяла. Мастера итальянского Ренессанса с удовольствием рисовали красивых женщин и заодно формировали моду на определенный типаж. Благодаря таким художникам, как Боттичелли, стало очень модно осветлять волосы. Самым стильным цветом считался так называемый медовый блонд. Волосы действительно покрывали смесью меда, черной серы и квасцов. Дальше все это сушилось на ярком средиземноморском солнце и выгорало прядями. Получалось что-то типа мелирования. Для рыжих оттенков, тоже достаточно модных, использовали куркуму и хну. Еще одним признаком красоты считались выразительные глаза с мягким блеском и большими зрачками. И чтобы эти зрачки расширять, дамы закапывали себе в глаза экстракт белладонны. Собственно, название белладонна и происходит от итальянского «красивая женщина». У этого средства был всего один минус – белладонна ядовита. В малых дозах эти капли временно ухудшали зрение, а если злоупотреблять, то вполне можно было ослепнуть.
Еще были тоники для умывания из цветов и менее ядовитых растений, бальзамы для губ из пчелиного воска, пигменты из сандалового дерева. Все это вполне можно встретить в рекламе косметики и сейчас. Духи тогда любили, но предпочитали сильные звериные ароматы – амбру, мускус, цивет. Нужны они были в первую очередь, чтобы отгонять вредные миазмы и маскировать запах собственного тела. Слишком частое мытье считалось очень вредным для здоровья. Друзья, очень короткий анонс. У меня в руках первый номер журнала «Чтиво» в этом году. На самом деле, конечно, он 10-й. По мере того, как мы делали предыдущие 9 номеров, я постоянно получал вопросы. Ну типа, а почему нет женщины на обложке? Чего вы женщин не ставите? Вы что, мизогины, что ли? Может, какой-то у вас хитрый план? У нас никакого хитрого плана не было. Просто так вышло. Сейчас мы исправляемся. И новый номер мы полностью посвятили женщинам. На обложке Юля Меньшова, телеведущая, актриса и огромный блогер, который я давал интервью в прошлом году. С Юлей у нас получился очень теплый и очень честный разговор о том, как это вообще расти с известной фамилией, как сделать себя самой, как строить отношения в семье, ну и так далее. Очень интересное большое интервью. Внутри еще 4 интервью, которые мы записали с женщинами из самых разных сфер. Это не разговоры там о girl power, о мужском мире. Это диалоги взрослых людей о том, что нам близко, что нам интересно, о деньгах, о славе, о возрасте, о детях и вообще о многом другом. На страницах журнала вы, конечно, найдете и другие материалы. Мы долго искали, нашли следы амазонок в евразийской степи и в современной поп-культуре. Мы выяснили, какими писали женщин великие авторы прошлого, от Тургенева до Дюма-старшего. Рассказали о том, как столетиями иностранцы видели русскую красавицу. И, наконец, ответили на вечный вопрос. Почему, если женщина, то сразу ведьма? Предзаказ уже можно оформить на Озон. Ссылку оставляю в описании. Большая косметическая революция случилась позже. В Версале, в эпоху барокко и рококо, в моду, наконец, вошли ванны и чистое тело, пахнущее цветочными ароматами. Светская мода XVIII века была максимально утонченной и вычурной. В моду вошли пастельные цвета, кружева и монументальные напудренные парики. Косметика напоминала практически театральный грим. Причем мужчины не отставали от женщин. Дворяне обоих полов рисовали на лице идеальную маску. Светлая кожа, розовый румянец во всю щеку, яркие губы и подчеркнутые глаза. Пудру делали из талька, крахмала, костной муки, алебастра и жемчуга. И посыпали ею абсолютно все – лицо, декольте, прическу. Хитом были косметические мушки, круглые или фигурные кусочки бархата, которые наклеивали на лицо. Они позволяли скрыть дефекты или подать сигнал кавалеру. Возник целый язык. Мушка на разных частях лица могла значить «влюблена», «свободна» или «вы мне не интересны». В XIX веке вся эта театральность стала радикально немодной. Более того, новые поколения над ней открыто потешались. Наступила эпоха романтизма. И женщине теперь надо было казаться простой и естественной. И для этого тоже существовала косметика. Макияж без макияжа. Героини Джейн Остин выбирают маски из молока и лимона, а от холода защищаются с помощью кольт-крема. Главный лайфхак этой эпохи – перед встречей с кавалером немного покусать губы, чтобы они порозовели. Во второй половине XIX века мир ориентируется на Англию, а Англия – на королеву Викторию. А она яркую косметику не любила и считала ее вульгарной. В моде у викторианских девиц так называемая интересная бледность. Белая кожа, не тронутая солнцем. Чего только ради этой бледности с собой не делали. Мазались кремами на основе оксида цинка. Выжигали веснушки и пятна карболовой кислотой и даже пили уксус. Вызывающе красились только дамы полусвета. И именно им мир обязан французским словом «макияж». Причем сначала оно было связано скорее с театральным гримом, которым пользовались артистки, куртизанки и женщины, которые совмещали обе профессии. Яркий мейкап стал легальным только в 1920-х, и не без скандалов. Модные светские женщины эпохи джаза, так называемые флэперы, вполне сознательно делали ставку на скандал. К тому же появилось кино, и утрированный макияж отлично смотрелся на черно-белой
кинопленки. Именно в этот момент на смену домашней косметики приходит индустрия. В 20-е появляются фабричная тушь, помада, пудра. Можно было бы предположить, что это спасло женщин от бесчеловечных экспериментов над собой. Но нет. На 1920-е и 30-е годы пришелся пик увлечения радиоактивностью. Что такое радиоактивность, никто толком еще не понимал. Было ясно только, что это что-то очень научное и прорывное. Радий объявили средством от всех болезней и некоторое время активно добавляли в косметику. Реклама обещала, что кожа от радиации в прямом смысле будет сиять. Потом стало понятно, что это не очень хорошая идея, но рискнуть собой ради моды успели довольно многие. Гонку за красотой не прервала даже Вторая мировая война, во время которой женщины наравне с мужчинами пошли на заводы, а иногда и в окопы. В набор снаряжения американских женщин-военнослужащих входила специальная армейская помада цвета Victory Red. И более понятного символа важности и вечности косметики просто не существует.